Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы, и чаще всего не совсем приятные. Проблемы со здоровьем, госпиталь или стареющие родители, которые нуждаются в постоянном присмотре – вот неполный перечень того, с чем приходится сталкиваться человеку хотя бы однажды. И хорошо, если на помощь могут прийти профессионалы, люди, посвятившие себя служению другим. Центр Хайм Соломон – один из немногих, кто может похвастаться безупречной репутацией в сфере ухода и реабилитации. Не так давно состоялось торжественное открытие 2 новых этажей, где люди проходят полный курс восстановления. И это мероприятие не прошло незамеченным. Пациенты интересуются, звонят и уже назначают встречи с администрацией, с медицинским персоналом и сотрудниками социальной сферы. Здравствуйте! В эфире выездная сессия программы «Бизнес-клуб». И сегодня мы находимся в Бруклине, на Крапси-авеню, в замечательном центре Хайм Соломон. Открытие реабилитационного этажа или этажей произошло здесь буквально месяц назад, а сегодня мы разговариваем с маркетинговым директором Майей Бейли. Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Майя, во-первых, я вас поздравляю с открытием чудесного, светлого, чистого, такого оптимистически радостного центра. Смотришь вокруг, и просто настроение поднимается. Поздравляю еще раз. Спасибо большое, спасибо. Этот бизнес был открыт много лет назад, и люди, которые смотрели программы на НТВ, знают о том, что он уже 50 лет или даже более существует. Вот в чем вы видите задачу открытия вот этих 2 этажей, задачу помощи вашим пациентам? Как вы правильно указали, что Хайм Соломон функционирует как стационарный центр по реабилитации уже 55 лет. Но 15 лет тому назад владельцы этого центра решили построить новое здание, чтобы оказать более лучшие услуги для посетителей, для пациентов. Но здесь действительно все новое, просто все сияет, все сверкает, на самом деле. Да. А вот эти 2 этажа, которые были открыты месяц назад? Наш центр, мы имеем 240 коек, это на 240 пациентов. И так как у нас огромное количество пациентов, которые хотят получать терапию у нас, наш джим, наш зал физкультуры уже не мог помещать такое количество пациентов. Поэтому мы решили построить 2 новых этажа. 8-й этаж, это как бы здесь только джим, здесь 14 квадратных футов, только джим. И 9-й этаж, это у нас открытая терраса. Да, это открытая терраса, чтобы пациенты проводили время на свежем воздухе и наслаждались видом на океан, вид на Манхэттен. И так и на город. Ну, вид действительно потрясающий, просто дух захватывает. Я думаю, что ваши пациенты, занимаясь в джиме и глядя в окно, просто получают не только физическую радость от своих занятий, но также и эмоциональное удовольствие. Абсолютно, абсолютно. Майя, а с какими проблемами чаще всего обращаются к вам люди и как они узнают о вас? Как происходит вот этот контакт между вами и пациентами, которые могут к вам прийти? В основном они узнают друг от друга. Когда пациент попадает в госпиталь, допустим, после аварии, после того, как они упали, поломали тазобедренный сустав, поломали ногу, руку, позвоночник, и им нужна реабилитация. Естественно, получать реабилитацию outpatient, как говорят по-английски, чтобы они ходили на физиотерапию, приходили домой, во многих случаях очень тяжело. В таких случаях они должны проходить восстановление своего организма в стационарных центрах по реабилитации, которым является и Хайм Соломон. То есть пациент проживает здесь, ночует здесь, питается, с ним занимаются, его наблюдают и так далее. Он получает полный комплекс услуг. Абсолютно. Да. Но пациент узнает о вас как бы от кого-то, от других людей. От других людей, от социальных работников в госпиталях. Мы в основном никогда не рекламировались, никогда, потому что не было в этом необходимости. У нас здесь всегда был waiting list, то есть люди к нам обращаются еще до того, как они идут на операции. Вот, допустим, на прошлой неделе ко мне звонила женщина, 2 женщины, что они запланировали операцию поменять чашечку коленного сустава, и они заранее хотят найти себе место, пойти в стационарный реабилитационный центр. Где они будут восстанавливаться? Да, абсолютно. Так как они живут одни, дети, естественно, работают, и им нужна будет помощь, чтобы элементарно, чтобы кто-то приготовил еду, чтобы они могли купаться с помощью кого-то. Но помимо этого это все второстепенное. Самое главное – это терапия. Когда пациенты к нам поступают, в тот же день их принимает медсестра, медсестры даже. Они проверяют пациентов
абсолютно с головы до ног, каждую точечку на теле, каждую царапинку, каждую рану. И в тот же день их эволюирует физикал-терапевт и occupational терапевт. Физикал это как бы это для ног, occupational это для рук. Также к нам поступают пациенты, у которых, допустим, был строк. Это инсульты, после инсультов, после кардиологических операций, после каких-то таких больших проблем. Ну и как скоро вам удается восстанавливать таких пациентов? У всех по-разному. Это от 2 недель до месяца, до пару месяцев. У всех восстановление, смотря какой диагноз, смотря какая проблема была, смотря какая операция была. Потом это зависит от возраста. Я хочу отметить, что наша самая молодая пациентка, у нас была эта девочка 23 лет, самая пожилая была 103 года. Ну, давайте послушаем, что говорят ваши пациенты об обслуживании, которое они получают в центре Хайм Соломон. Внимание на экран. Я поломала руку, я упала дома. Меня отвезли в госпиталь, а с госпиталя меня привезли сюда. Было бы несчастье, а счастье есть, что я попала в этот Хайм Соломон. Хочу отметить медицинского работника Майю, я не знаю ее фамилию. Она, когда заходит в палату, вы знаете, как солнце появилось. У нее всегда улыбка на лице, настроение аж лучше становится. Спасибо всем, спасибо этому Хайму Соломону, что такое отношение его работника к нам, больных. Мы же разные есть спокойные люди, есть плохие люди, но все, в общем, хорошие. Питание отличное. Вы знаете, дома не каждая хозяйка так может приготовить, как они здесь готовят. Меня сюда привезли после операции. Вот. Меняли тазобедренный сустав. Я даже не думал, что здесь так хорошо. Я думал, центр, это госпиталь или что такое его. Но когда я сюда пришел, тут очень внимательный коллектив. Вот. Очень внимательный, 24 часа в сутки готовы помочь. По любому случаю, что бы не случилось. Вот. И питание тут хорошее, медицинский персонал хороший. Ну что говорить, что еще надо больному человеку, чтобы встать на ноги? Я когда сюда попала, мне делали физиотерапию. И это очень меня облегчало. Я не чувствовала боли. Ну, и за мной хорошо ухаживали. Добрые слова говорили, хорошие люди, я им очень благодарна. Хочу поделиться своим удовольствием и радостью, что моя мама наконец-то стоит на ногах. Год тому назад она сломала ногу, упала, и как пожилой человек мы просто переживали, думали, что не дай бог придется уже быть прикованной к постели. Но к великой радости она прибыла в центр Хайм Соломон, в реабилитационный центр, и, вы знаете, для меня это было просто чудо, когда буквально через 2 недели она пошла. Это была большая радость для нашей семьи, что мама стала полноценным членом нашей семьи. Мы свободны. Моя мама сейчас танцует даже. Она ходит в детский сад, так как все пенсионеры. Радуется жизни каждый день. И у меня такое впечатление, что она вообще забыла о своей ноге. Спасибо большое этому центру. И даст Бог всем тем прекрасным людям, которые просто отнеслись с ней как к маме. Мы продолжаем программу «Бизнес-клуб», и сегодня у нас разговор с маркетинг-директором центра Хайм Соломон Майей Бейли. Майя, ну вы слышите, что самые лучшие отзывы, самые теплые слова и в ваш адрес, и в адрес всех сотрудников, которые здесь работают. К слову говоря, как много русскоговорящих сотрудников в вашем центре? У нас русскоговорящие врачи. У нас Наталья Козлова, Елена Зальцман, Алексей Исаков. У каждого врача свой этаж. На каждом этаже у нас 40 коек, 40 пациентов. А на каждом этаже у нас по 3 профессиональные медсестры и, естественно, санитарочки. Очень много у нас русских медсестер и русских санитарочек. Мы все еще нанимаем на работу их, потому что больше половины пациентов на сегодняшний день это русскоязычные пациенты. Ну, понятное дело, вы же находитесь в Бруклине, практически Южный Бруклин. Это та часть, которая освоена нашими русскоговорящими иммигрантами. Кроме того, что пациенты находятся, проживают здесь, ночуют, их кормят, наблюдают, какие виды услуг они еще получают здесь? На каждом этаже у нас диетолог. Каждый пациент, когда они поступают к нам, мы им даем меню на неделю.
который меняется каждую неделю, и пациент выбирает себе то, что ему хотелось бы есть. Естественно, это согласовывается с диетологом, так как у пациентов разные диагнозы. У кого-то высокий сахар, у кого-то высокое давление, у кого-то высокий холестерол. То мы стараемся, не то что стараемся, мы даем каждому пациенту еду, и возможность выбрать, что абсолютно, ему нравится. чтобы это ему нравилось, и чтобы это соответствовало его диагнозам, чтобы это было, допустим, низкокалорийное, или меньше сахара, или меньше соли, чтобы было в еде. И на каждом этаже у нас социальный работник, то есть когда пациенты уходят домой, мы должны быть уверены, что он дома будет иметь помощь, если ему это нужно. У него будет home health aid, и к нему будет приходить медсестра хотя бы раз в неделю проверять его. Мы работаем со многими агентствами по home care, по домашним услугам, да, по уходу на дому. И мы даем пациентам выбор, они выбирают ту компанию, которую они хотели бы использовать. Но кроме того, я видела, что у вас в центре есть специально оборудованная или модель квартиры, где вы помогаете пациентам адаптироваться к условиям жизни, в обычных условиях. Да. Вот давайте мы сейчас посмотрим, пройдем небольшую экскурсию по такой комнате. Мы создали модель квартиры. Вот наша кухня, как вы можете видеть, мы все здесь построили для пациентов после того, как они закончат рехабилитацию, чтобы они себя не травмировали, могли вернуться в квартиру, в свою обстановку. Вот мы сюда проходим, здесь у нас спальня, то же самое, мы учим наших пациентов, как подниматься с кровати, как ложиться на кровать, как быть у себя дома. Вот мы проходим сюда, у нас туалет, ванная. Наши пациенты, когда идут домой, они умеют заходить в ванную, выходить из ванны, пользовать туалет, чувствовать себя удобно. Продолжаем программу «Бизнес-клуб». Сегодня мы находимся в центре Хайм Соломон. Майя, часто ли обращаются к вам люди по рекомендации? Очень часто они возвращаются к нам, или же они советуют кому-то к нам прийти. Очень часто у нас бывает, что вот у нас была пациентка, и вдруг через пару лет я получаю звонок, что я от такой-то, это была моя сестра, а теперь я иду на операцию, или я упала, поломала тазобедренный сустав, мне нужна помощь, помогите, пожалуйста. Что интересно, они сохраняют даже мой мобильный телефон. Я им всегда даю свой мобильный телефон, что если у вас какие-то проблемы, пожалуйста, всегда звоните, я всегда помогу. Люди, которые пришли к вам после инсульта или попали к вам после такой проблемы, обычно это проблемы с речью возникают. Есть ли те, кто помогают им восстановить речь? Да, у нас сертифицированные специалисты по речи, у нас есть русскоговорящие, и они работают с пациентом 1 на 1 от 5 до 7 дней в неделю. В зависимости от того, насколько пациент может работать, насколько долго. У кого-то 15 минут в день, у кого-то полчаса в день, у кого-то в час. Но мы работаем 1 на 1 с этими пациентами. Мы можем послушать, что говорят врачи и что говорит владелец центра Хайм Соломон о том, что он думает о бизнесе. Наш дом назван в честь Хайма Соломона, польского иммигранта, который прибыл в эту страну как раз во время того, как Джордж Вашингтон сражался за ее независимость в 1776 году. Хайм Соломон увидел, что Вашингтону нужна была помощь, и он помог, пожертвовав большую сумму денег на борьбу за независимость. Наша организация построена на этом же принципе помощи людям, как это в свое время делал Соломон. Моя мать, миссис Липшиц, вместе с ее партнером, мистером Паннартом, возглавил эту организацию в 1990 году, и своей первой задачей они сделали создание места, где люди, пережившие концентрационные лагеря, или люди из России и других стран, которым трудно привыкнуть к жизни на новом месте, смогли бы почувствовать себя комфортно, как дома. Наша миссия — создать место, где людям будет комфортно, где мы можем следить за их здоровьем и обеспечить для них хорошее питание и приятный досуг. Слава Богу, мы это делаем с большим успехом. У нас работают лучшие специалисты по реабилитации, а они также очень хорошие люди, и многие из них говорят по-русски. В результате люди выходят из нашего заведения с улыбкой на лице, и многие из них после этого возвращаются просто так, заходят в гости, потому что мы становимся одной большой семьей. Я считаю, что люди обращаются
обращаются именно к нам, потому что, во-первых, это учреждение известно в Бруклине и в Квинсе как место хорошее, где вы будете находиться в чистоте, где вам дадут хорошую еду. Кроме того, наши доктора работают в Бруклине и в Квинсе уже много лет, и их знают в русском комьюнити. И поэтому мы сделаем все, что возможно сделать для того, чтобы как можно быстрее вы ушли домой. У нас все новые машины и оборудование. Мы занимаемся с пациентами от 5 до 7 дней в неделю. Мы учим людей, как нужно правильно одеться, как нужно раздеться, как зайти правильно in the shower, чтобы они были полностью готовы идти домой. Мы стараемся отправить людей чем скорее домой, но efficiently домой, чтобы они больше не попадали в никакие учреждения, как рехаб. Мы можем разместить одновременно до 240 человек. Многие приходят к нам после травмы на реабилитацию, например, после операции на колене или бедре, или после операции на сердце. Мы только что построили новый реабилитационный центр Grand View Павильон. Это самый большой центр в штате Нью-Йорк с новейшим оборудованием. Наша гордость — это наша замечательная команда профессионалов по самым разным направлениям. У нас прекрасные медсестры, социальные работники, физиотерапевты и многие другие. Каждую неделю они встречаются с нашими гостями, чтобы оценить их прогресс, достигают ли они поставленных целей, как идет восстановление, как они себя чувствуют, все ли они делают для того, чтобы быстрее восстановиться, и готовы ли они закончить реабилитацию и пойти домой. Наши специалисты отслеживают их эмоциональное состояние, хорошо ли им, удобно ли в комнате, все ли сделано для их комфорта. Благосостояние наших гостей — наш постоянный приоритет. У нас особенно замечательная команда терапевтов, физиотерапевтов, логопедов и терапевтов по другим направлениям. Они непрерывно работают с нашими гостями с момента поступления к нам после травмы или после больницы до полного восстановления. Наша цель здесь, в Хайм Соломон, восстановить людей до абсолютно нормального, обычного, здорового состояния. Мы продолжаем программу «Бизнес-клуб», и сегодня мы ее ведем из центра Хайм Соломон. Мы беседуем с маркетинг-директором Майей Бейли. Я думаю, что вот эта атмосфера теплоты, душевности, комфорта, который вы создаете, она и является основой успеха в вашем бизнесе. Самое главное для нас – это индивидуальный подход. Мы не смотрим на пациентов, как на пациентов. Мы знаем имя каждого пациента, имя семьи, членов семьи, потому что мы с ними постоянно общаемся. Наши доктора дают свою информацию, чтобы семьи, и чтобы пациент всегда имел к ним доступ, чтобы они могли его найти, врача или терапевта. И когда пациенты поступают к нам, мы стараемся, чтобы с пациентом работал один и тот же терапевт с первого до последнего дня. У нас очень хороший дейкер для пожилых людей. Мы стараемся сделать так, чтобы они не чувствовали свой возраст. Мы их берем аут, мы с ними играем разные игры. Они также получают реабилитацию тут, но это уже, там уже другой план идет. А у нас есть пациенты, которые здесь живут, которые не могут быть дома. Те, которые на искусственном питании, те, у которых есть пролежни. И мы стараемся им тоже помогать таким пациентам. Мы оказываем психологическую, эмоциональную помощь их семьям. У нас комнаты в основном на 2 человека, комнаты большие, светлые. У нас есть private rooms, то есть комнаты на одного человека. У каждого пациента свой телевизор, у каждого пациента свой телефон. Мы за это не берем деньги, это бесплатно. Получается так, что любой человек, скажем, у которого престарелые родители или который имеет проблемы, скажем, со здоровьем, может к вам обратиться и получить помощь, ну, можно сказать, и long-term помощь, и short-term помощь, и помощь просто как совет и консультация. Абсолютно. Даже если они не выбрали наш центр, даже если они собираются пойти в другое место, они всегда могут нам позвонить, мы им всегда дадим консультацию, информацию. Потому что когда люди оказываются в ситуации, когда у них произошло что-то в семье, или кто-то попал в аварию, или кто-то упал, поломал ногу, был инсульт, была операция на сердце, они растеряны. Они не знают, что делать, как быть, как они будут ухаживать за пациентом дома. Они всегда могут к нам позвонить, мы всегда им окажем помощь, объясним и расскажем. Наша цель – поставить людей на ноги как можно скорее и вернуться домой. Спасибо, Майя, спасибо за интересную встречу. Спасибо вам. Это была программа «Бизнес-клуб», и ее выездная сессия сегодня прошла в центре Хайм Соломон. Мы беседовали с маркетинг-директором Майей Бейли. Оставайтесь на канале НТВ Америка и будьте здоровы!